Сегодня приготовим классический салат селедка под шубой, в варианте, который я перепробовала много раз и каждый раз получаю комплименты от гостей. Если вы думаете, что это сложно, нет. Сейчас я покажу, как все делается легко, просто и вкусно. Начнем с лука. У меня репчатый, нарезаю его максимально мелко кубиком, чтобы убрать горечь и сделать его мягким. Заливаю кипятком, потом сливаю воду. Добавляю щепотку сахара, немного соли, натурального яблочного уксуса. Перемешиваю и отставляю в сторону. Пусть немного постоит и пропитается. Вот это важный момент. Лук не должен быть острым, иначе перебьет вкус селедки. Список продуктов для этого рецепта оставляю в описании под этим видео. А пока лук отдыхает, займемся селедкой. Беру слабосоленую, обрезаю голову и хвост. Удаляю внутренности. Делаю надрез вдоль спины, удаляю плавник и снимаю шкуру. Филе может немного повредиться, но это не страшно. Главное убрать косточки. Если у вас есть пинцет для косточек, используйте, а если нет, аккуратно ножом. Поделитесь в комментариях вашими способами разделки селедки. Нарезаю филе кубиками и пересыпаю к подготовленному луку. Перемешиваю. Оставляю лук с селедкой стоять минут 10-15 перед сборкой. Так вкусы перемешаются и промаринуются. Салат получается сочный, нежный, с яркими слоями и насыщенным вкусом. Селедка слегка солоноватая, овощи дают свежесть и мягкость. Лук и морковь добавляют легкую сладость. Свекла – насыщенный цвет и вкус. В итоге просто, вкусно. Хочется есть сразу и всей семьей. Картофель заранее отварила вместе с морковью, добавив немного соли и чуть сахара. Это маленькая хитрость, чтобы вкус был мягче. Здесь не буду останавливаться, чтобы показать основное. Если у вас есть вопросы, пишите под этим видео, постараюсь ответить. Натерла картофель на мелкой терке прямо над тарелкой и аккуратно распределяю. Если делаете салат не для праздничного стола, а на каждый день, можно натереть прямо в судочек с крышкой, чтобы он не обветрился. Следующий слой – селедка с луком. Распределяю сверху картофеля и поливаю растительным маслом без запаха. Масло делает слои сочными, пропитывает и картофель. Теперь майонез. Я переложила его в кондитерский мешок и наношу сеточкой на слой селедки с луком. Это удобно и красиво. Дальше морковь, отварная и натертая на мелкой терке. Натираю прямо над тарелкой. Распределяю аккуратно, сверху снова немного майонеза. Маленький лайфхак. Для праздничного стола можно сделать в разъемной форме для торта, хорошо отделяя слои. В таком виде будет тоже красиво смотреться. Свекла сладкая, натертая на мелкой терке. Распределяю аккуратно. Недавно одна зрительница писала, что предпочитает продолговатую свеклу, потому что она слаще. А вы как думаете? Пишите в комментариях. Последний слой майонез. Можно добавить сверху отварные яйца, натертые на мелкой терке, но сегодня я их не кладу. Если делаете салат заранее, накройте пленкой и оставьте в холодильнике на некоторое время. Слои хорошо пропитаются, вкусы смешаются и салат станет еще вкуснее. Благодарю вас за лайк после просмотра видео и что смотрите видео до конца. В конце этого видео оставлю для вас еще несколько интересных рецептов. А для праздничного стола этот салат просто находка. Он нравится всем, даже тем, кто обычно селедку не очень любит. Классика и простота делают его беспроигрышным вариантом. Так что приятного аппетита!